Спешу в офис магазина Рамбай за своей новой мечтой. Вот и он. Приветствую зрителей моего канала, с вами Александр. Исполнилась моя очередная достаточно дорогая мечта. В собственный юбилей приобрел себе экшн-камеру Sony FDR-X3000R. Более года тому назад я стал рассматривать приобретение такой камеры для съемок влогов, чтобы принести что-то новенькое и, возможно, интересное. И ознакомившись с обзорами различных экшн-камер, я отбросил весь китайский шрот, что я называю китайские эти видеоигрушки, и выбирал между Sony и GoPro. Благодаря своим скромным габаритам и широкому функционалу такую камеру можно использовать в гораздо более широком разнообразии ситуаций, не только для съемок спортивных и экшен каких-то сюжетов. Но об этом поговорим далее, а сейчас ознакомлюсь с комплектацией. В минском интернет-магазине Рамбай данная камера была наиболее привлекательной в цене. С предзаказом ее предлагали за 1100 белорусских рублей, это около 550 долларов США. Ждал доставку 10 дней, камеру привезли в срок, и от магазина самые приятные впечатления. Даже, как вы видели, вначале побывал их в офисе, когда оформлял предзаказ за 45 долларов, но все же они меня удивили. На сайте был представлен стандартный комплект LoveView Remote Kit с пультом управления, но по итогу за эти деньги мне привезли комплект путешественника Action Cam Travel Kit. Камера упакована в такую плотную картонную коробку. Как видите, тут еще стикер, камера не вскрывалась. В комплекте вот у нас такое вот крепление есть. И вот сама камера так. Это еще одна коробка. Этот дополнительный аксессуар Finger Grip, как он называется, я в спешке заказал на eBay за 20 долларов 41 цент. Теперь буду продавать, если, конечно, доставят. Но в остальном комплект стандартный. Это камера, аквабокс для погружения с камерой на 60-метровую глубину, пульт с экраном, док-станция для зарядки пульта, ремешок для пульта на запястье, фирменная площадка для камеры с креплением типа Faxtex, дата кабель, он же кабель зарядки. Самого же адаптера питания в комплекте нет. Вот такое крепление для пульта под штатив и огромная библиотека инструкций на многих европейских языках. И камера, и пульт оснащены фирменными аккумуляторами. Только для камеры отдельно прилагался вот такой аккумулятор NP-BX1 на 1240 мАч. Он устанавливается сюда в батарейный отсек. Крышечка обрезинена, защищена от проникания пыли и влаги. Вставляется таким вот образом. Здесь еще дополнительно есть защелка. И блокирующий такой рычаг. Что же касается пульта, то, открутив 4 винта, задняя крышка поднимается. И в нем установлен подобный аккумулятор, чуть меньше габаритами. Но это аккумулятор NP-BY1. Если здесь BX1, то это BY1. И емкость его 640 мАч всего. Для защиты стекла объектива в комплекте с пальцевым креплением Finger Grip было две крышки разного размера для моделей X3000, AS300 и AS50. И вот такой шнурок к ним, который можно сзади закрепить за пальцевое крепление, сзади за корпус камеры. Камера надежно фиксируется с помощью защелки в этом пальцевом креплении, и можно изменить угол наклона пульта с экраном, как вам удобно для просмотра. Но в этом случае недоступно крепление под штатив, которое имеется на нижней стенке самой камеры. Аквабокс позволяет погружаться с камерой на глубину до 60 метров, о чем указано вот на лицевой стороне. Он выполнен из достаточно толстого такого пластика, даже в принципе вот по звуку он похож даже на бутылочное стекло. В нем есть соответствующие уплотнители и на тыльной стороне, и на боковой стенке резиновые такие. И вот здесь, кстати, благодаря вот этому резиновому уплотнителю он прикрывает микрофоны. И в этом случае запись на звука недоступна.
Что касается самого крепления, то мне оно показалось несколько ненадежным. То есть слишком просто, она здесь очень маленькая защелочка, и кажется, что она вот-вот готова распахнуться. То есть чуть-чуть надавливаем, и вот он отвалился. Сверху есть доступные кнопки управления, но они блокируются вот таким рычагом. То есть в этом случае кнопки не нажимаются. И есть прозрачное окно, чтобы подсвечивался светодиод режима записи. Также он будет виден на задней стенке, ну а светодиод с передней стенки уже недоступен. Что удобно, что в аквабоксе также можно его установить на штатив. Универсальное крепление под Fastex позволяет закрепить камеру, конкретно камеру, с помощью стандартной резьбы 1/4 дюйма, а с помощью Fastex, например, к оригинальному креплению Sony на лямку рюкзака или на прищепку там. Пожалуй, крепление для камеры это все. Что касается пульта, то есть вот такое одно универсальное крепление, которое позволяет закрепить его на штатив или на руль велосипеда. Соответствующий адаптер должен быть. Просто у меня вот есть такая вот на липучке, можно продеть сюда как ремешок на часы и закрепить пульт, например, на чем-нибудь другом. И также есть у меня такой шнурок от мобильного телефона старого. И тут такой вот есть зацеп, можно повесить на грудь этот пульт. То есть вот такое вот универсальное классное крепление. Ну и для пульта есть еще такой вот ремешок силиконовый, который позволит закрепить на запястье руки. Сам же пульт заряжается от такой комплектной док-станции. Устанавливается таким вот образом. И есть micro-USB разъем. Для зарядки используем комплектный также micro-USB кабель. И стандартный адаптер от смартфона. При зарядке здесь загорается такой желтенький светодиод. Потом он гаснет. Ко всему этому комплекту я также заказал фирменное защитное стекло для объектива на AliExpress за $30 64 цента. Аксессуары для этой камеры не дешевые, но тот, кто может купить себе такую камеру, может позволить себе и аксессуары к ней. Что касается камеры, то она имеет очень скромные габариты и очень малый вес. Корпус литой, глянцевый, пластиковый, белого цвета. Камера оснащена широкоугольной оптикой CS, о чем свидетельствует надпись на его боковой грани. Фирменной системой оптической цифровой стабилизации BOSS. Фирменной матрицей Exmor R разрешением 8,2 мегапикселя и размера 1 на 2,5 дюйма. Имеет заднюю подсветку матрицы, что улучшает качество съемки при низком уровне освещения. Ну и как я уже показывал, удобно то, что камера использует стандартное крепление с резьбой 1/4 дюйма и можно установить ее на любой штатив или монопод. Если заглянуть в батарейный отсек, то видно, что вся начинка камеры сосредоточена только в одной правой половине корпуса. Все крышки, под которыми скрыты аккумулятор, внешние интерфейсы, карта памяти, имеют резиновые уплотнители. Это, конечно же, защищает камеру от брызг и пыли. В батарейном отсеке скрыта информация для прямого подключения к камере, например, с помощью смартфона. Зарядка установленного в камеру аккумулятора происходит через micro-USB разъем, например, от пауэрбанка. Причем во время зарядки можно одновременно вести съемку. И здесь также загорается светодиод во время зарядки, который гаснет по мере заряда аккумулятора. Спереди под объективом нанесен бренд. Имеется здесь маленький динамик, пищалка, 2 микрофона и вот такой светодиод, индикатор режима записи. Их всего 3. Один спереди, один на верхней грани и один сзади. Их можно отключать, оставить только светиться один сзади или выключить полностью все светодиоды. Камера оснащена радиомодулем. Для связи и передачи видео на экран пульта и онлайн-трансляции она использует Wi-Fi. Для подключения смартфона в качестве пульта управления есть модуль NFC. И имеется также специальное мобильное приложение Play Memories Mobile. Имеется также окно ИК-приемника для управления фирменным инфракрасным пультом. А для того, чтобы камеру можно было включать и выключать с радиопульта, необходимо активировать Bluetooth соединение. Камера даже оснащена GPS-модулем, что позволяет при монтаже в фирменном видеоредакторе Play Memories Home накладывать трек вашего с камерой перемещения с учетом скорости, времени и расстояния. Этот же редактор позволяет склеивать отдельные кадры в slow motion.
Камера использует два типа карт памяти. Фирменный Memory Stick, он же еще называется M2, и microSD. Причем разные типы по-разному устанавливаются в данный слот, никаких ограничений нет, и можно их ставить неправильно. То есть можно ставить принтом вверх. Но при этом выскакивает значок, что нет карты памяти. Не все типы карт microSD камера принимает. Если выдает ошибку, попробуйте перейти в нужный пункт меню и отформатировать карту памяти. При использовании карты памяти microSD емкостью 128 гигабайт при записи с разрешением Full HD 50 кадров доступное время записи на нее более 10 часов. Также в этом отсеке установлен светодиод, который загорается при обращении к карте памяти. Меню камеры вызывается вот этой кнопочкой меню. Очень простое, интуитивное. Разбито на 4 раздела для выбора режима видео или фотосъемки, настроек съемки, настроек просмотра отснятого материала и общих настроек камеры. Есть возможность в настройках камеры активировать включение ее при нажатии на кнопку начала записи, что ускорит перевод камеры в режим записи, и вы не пропустите нужные моменты для съемки. Внешний пульт с экрана модели RM-LVR3 имеет корпус, который обрезинен вместе с кнопками управления. Кстати, кнопки очень тугие, я их нажимаю практически ногтем. Я читал на форумах, что с ним можно погружаться на глубину до 3 метров, но я бы не рискнул, так как здесь открыты контакты для док-станции, к которым изнутри подключен аккумулятор. На передней панели у него имеется такой цветной экран, на который вживую транслируется картинка с объектива камеры. Иногда в момент подключения экран немного подвисает, но это буквально в первые моменты. Кнопки расположены на обеих гранях, и они дублируют кнопки на камере. Единственное, что меню пульта, в отличие от меню камеры, расширено еще разделом для настроек самого пульта. И на нем отображается уровень заряда аккумулятора как самого пульта, так и камеры. Согласитесь, удобно. С пульта, а также с подключенного по Wi-Fi смартфона можно управлять камерой и просматривать отснятые ролики. Но просмотр возможен только без звукового сопровождения. Кстати, вот вам от меня такой лайфхак. Если долго удерживать кнопочку меню на пульте, то включится режим Hold. Вот он моргает, и поэтому управление кнопками станет недоступно. Для снятия этой блокировки необходимо или еще раз нажать на кнопочку меню и долго удержать, или просто выключить пульт кнопкой Power. Одновременно подключить для управления камерой и пульт, и смартфон не удастся. Наверное, все же нет универсальной камеры, каждая камера приобретается и используется под конкретный сюжет. Наверное, Sony FDR-X3000R не так удобно будет использовать под водой, поскольку нету встроенного видоискателя, ну или мониторчика. И мы не можем лицезреть, что мы снимаем конкретно, что попадает в наш кадр. Но с другой стороны, Sony FDR выигрывает тем, что закрепив ее, например, где-то на борту автомобиля снаружи или на вело-мотошлеме, но благодаря тому, что здесь выносной пульт, мы можем его закрепить где-то на руле велосипеда, мотоцикла и контролировать сам режим съемки, то, что мы снимаем, и, например, заряжены ли батарейки. Может, камера там разрядилась, а мы и не видим этого. То есть в этом смысле Sony выгоднее, чем экшн-камеры типа GoPro со встроенным экранчиком. Вау-эффекта я не получил, так как привезли мне ее очень поздно, и первые кадры я снял при комнатном освещении. При недостаточной освещенности шумы на видео присутствуют, и в этом случае камера снимает так же, как и обычная камера, встроенная в смартфон известного производителя. Но при ярком дневном естественном освещении картинка отличная, и ей придает качество фирменная система оптической и цифровой стабилизации. Для просмотра видеороликов с камеры на моем 4К телевизоре я использую micro HDMI разъем. И перевожу в режим просмотра видеороликов. При этом никаких подгрузов видео ни в одном из разрешений я не заметил. Короче говоря, плюшек в камере хватает. Ее вполне можно приобретать и использовать для съемок влогов, распаковок и прочее.
то есть использовать как основную камеру. Доступен трехкратный цифровой зум. Можно выбрать угол объектива в 23, 32 и 75 градусов. Самый широкий угол, при котором объектив снимает как фиш-ай, я не люблю, так как при этом искажается объект съемки. И использую редко. К тому же камера позволяет снимать видеоролики в разрешении 4К, – 25 кадров в секунду или 30 кадров, максимальный битрейт 100 мегабит в секунду, соответственно в системе цветности PAL или NTSC. Я сразу же перевел камеру в систему PAL, что мне удобнее. Для большинства съемок я выбираю кодек MPEG-4 и разрешение Full HD. 50 кадров в секунду. Познакомиться с характеристиками данной экшн камеры вы можете по ссылкам, которые я оставлю в описании. Ну а я с вами прощаюсь, спешу снимать новые ролики. До встречи на канале. Пока, увидимся.